Всем привет из Тосканы! В сегодняшнем видео я хочу вам показать, какая рыба и морепродукты продаются, что часто покупают итальянцы. Меня спрашивали, что готовят из рыбы баккала и из консервированного тунца. Во второй части видео покажу несколько рецептов. Я живу в часе езды от моря. Выбор в моем городе не такой роскошный, как возле моря, а тем более на юге, на Сицилии, в Калабрии. Я была на Сицилии осенью, там низкие цены, разнообразие там поражает. Я тогда еще не вела канал, и на рынках там настоящая феерия. Но и в Тоскане в супермаркетах есть из чего выбрать. Рыбные рестораны здесь дорогие, минимум от 50 евро на одного, в то время как на Сицилии за 30 можно организовать шикарный ужин с морскими ежами, устрицами. Это знаменитая баккала, в Италии безумно популярна, есть много разных рецептов с ней, ей фаршируют овощи, готовят с помидорным соусом, делают с ней пасту, пироги. Вот это уже подготовленная, обессоленная рыба. А есть вот такая, продается в соли. Ее необходимо вымачивать каждые 2 часа, меняя воду. Я куплю и приготовлю именно такую. Всегда есть в продаже свежие мидии и вонголи. В Тоскане любят насыщенный рыбный суп из морепродуктов, называется качуко. Любят суп из мидий. Любят здесь морского окуня, называется спигула. Рыбу меч, спада, на гриле ее готовят. Сардинки маленькие. Есть здесь закуски рыбные, холодные и горячие. Во всей Италии популярно фритто мисто. Это микс из морепродуктов, кальмары, креветки, маленькие рыбки в кляре. А вот такой набор для спагетти алло скольо часто можно встретить в меню ресторанов. Каждый год у итальянцев традиционный рыбный обед 31 декабря. И утром в этот день огромные очереди в рыбных отделах. Продаются суши, но я никогда не видела, чтобы их покупали. Карпаччо из осьминога, семга. Это паста из анчоусов и сицилийские очень вкусные анчоусы. Осьминог для салата. Такие наборы я часто покупаю для пасты. Они уже с помидорами, очень быстро готовятся. Всегда есть у меня в холодильнике. 3,19. Вот такой стоит. Это суповые наборы. 4 евро стоят. Это рыбки-семечки. 3 евро. Это оно, я его побаиваюсь, еще вот не пробовала. Как-то он мне кажется страшноватенький. Замороженные осьминоги 13 евро. Большая упаковка аргентинских креветок стоит 33 евро. Здесь 2 килограмма. Такие маленькие, небольшие, чищенные уже сепии 6,95 стоят. А на такой точке на рынке продается тунец, есть дорадо всегда свежая, сардинки маленькие, рыбки. Мидии всегда свежие. У нас неделя дождей, покажу вам немного дождливую Италию. Чей-то дворик здесь. И отцвел уже багряник. Иду сегодня в театр на оперу. Сегодня будет Дон Жуан Моцарта. Артисты приедут из Туринской филармонии, а оркестр из Флоренции. Интересно, что итальянцы мешают кофе против часовой стрелки. Вот так. И, кстати, считают они на руках тоже не так 1, 2, 3, а так 1, 2, 3. Мне вообще так неудобно считать, а они говорят, что наоборот вот так им неудобно считать. А мне вот так, прям, первый, второй еще ничего, 4-й, 5-й совсем неудобно.
Девушка оставила мокрый зонт на улице, потому что заносить мокрый зонт в помещение, а тем более раскрывать его, плохая примета. Я вам уже показывала, итальянцы любят читать газеты, особенно по утрам. Это Риккардо Мутти, известный здесь дирижер. Он работал в театре Ла Скала в Милане, а в 2015 году основал свою собственную оперную академию. Здесь недалеко от меня, в городе Лукка, проходят большие симфонические концерты на родине композитора Пуччини, и он там всегда дирижирует. Риккардо Мутти – большой профессионал с сильным характером. А здесь недалеко от театра есть скамеечки и сверху плетение глицинии. Здесь она цветет позже, в других местах она уже отцвела, а вот здесь еще такое цветение свежее, ярко-фиолетовое. Я иду в театр, а чудеса монтажа перенесут нас с вами на кухню, в вашу любимую рубрику «Итальянские рецепты». Вот такой тунец в оливковом масле я купила. Меня зрители спрашивали, а что итальянцы готовят из него, потому что много видели в продаже и в железных банках, и в стеклянных, и в других вакуумных упаковках. Итальянцы в основном готовят из них 3 блюда. И это пицца, это паста, покажу вам также рецепт, и салат. Вот такой распространенный рецепт салата с помидорами, с луком и с оливковым маслом. Он простой, но вкусный, особенно летом, замечательно, и он сытный. Мне этот салат нравится, готовится легко, и сейчас покажу, как он готовится. Тунец продается или в оливковом масле, или в собственном соку, как вам больше нравится. Солю, добавляю оливковое масло, перемешиваю, и можно сразу кушать. Итальянцы говорят, что все самое вкусное, самое простое. И пиццу они готовят тоже очень просто, с тунцом, без помидорного соуса, только тунец и лук. И получается очень вкусно. Если вы еще не пробовали, попробуйте. И к рыбе я хочу сделать еще один овощной салат. Я купила латтуга салат, валерьяна, добавлю помидоры, лук, огурец, и будет такой еще овощной салат к рыбе. У валерьяны нейтральный вкус, она не горькая, но я добавляю еще немного лимона, мне не хватает. Я хорошо посолила, добавила лимон, оливковое масло, и мне нравится такой салат с рыбой. Больше дополнительно я не готовлю ни картошку, ни другой гарнир. Также вкусно с фритто мисто, с морепродуктами в кляре или в панировке такой салат. И сейчас хочу приготовить пасту из тунца и каперсов. Это все ингредиенты, которые нам понадобятся. Тунец консервированный, каперсы, петрушка у меня сухая, лучше свежую, чеснок, оливковое масло, и я беру лингвини. Рецепт очень простой. На сковородку с оливковым маслом я выдавливаю чеснок, добавляю тунец и 2 ложки каперсов. Добавляю петрушку и жду несколько минут. Аромат уже потрясающий стоит. Вы знаете, каперсы я оценила только в Италии. Только здесь их хочется, их аромат настолько насыщает блюдо. Блюдо становится по-настоящему итальянское. И если вы скучаете по Италии или мечтаете сюда приехать, приготовьте вот такую пасту или пасту анчоусы и каперсы, и вы услышите настоящий итальянский аромат, тот, который я часто слышу здесь на лестничной клетке. Я добавляю немного воды в той, в которой варилась паста. И, как вы знаете, итальянцы не промывают пасту, они, мне кажется, об этом даже не подозревают. Это нужно для того, чтобы паста лучше пропиталась соусом. Добавляю пасту на сковородку, сверху немного петрушки, добавляю еще воды немного и 2 минуты жду для того, чтобы паста доготовилась. В соус можно добавить еще оливки.
Вкусная паста готова. Когда у меня была в гостях подруга, я приготовила ей именно такую пасту. И ей настолько понравилось, что она купила здесь каперсы, тунец и готовила дома, присылала мне видео и фото. Я купила рыбу баккала, это в соли, стоит 16,90 за килограмм, а есть уже подготовленная, вымоченная, стоит 25 евро за килограмм. Здесь на этикетке написано, что ее нужно 36 часов вымачивать в воде, каждые 2 часа меняя воду. Вот, представляете, этот аттракцион. Сейчас буду ее вымачивать и приготовлю в помидорном соусе ее. Рецепт подсказала мне моя соседка, итальянка. Я уже вымочила рыбу, но она остается соленой и больше я ее не подсаливаю. Нарезала лук, чеснок понадобится, орегано, лавровый лист, оливковое масло, петрушка сухая, белое вино можно без него, лимон, каперсы и помидоры. Понравилась мне вот эта фирма, они как будто бы свежие и очень вкусные. Рыба настолько вымоченная в соли, потому что это такой старинный рецепт. Раньше моряки ее засаливали именно в морской соли, для того, чтобы она хранилась долго. И по сей день сохранился такой рецепт. У меня спрашивали, какими специями я пользуюсь. Вот такой набор всегда у меня в обиходе. Это сухая петрушка, острый перчик, тимьян, шалфей, сладкая паприка и обычный черный молотый перец. Всегда у меня есть орегано сухой. Также у меня на балконе всегда свежий базилик, розмарин, мята и шалфей. На оливковом масле обжаривается чеснок, красный острый перец, лавровый лист и лук. Каперсы я перед тем, как добавить на сковородку, промываю, чтобы они были менее соленые. Когда лук поджарился, я добавляю рыбу, делаю средний огонь и жду для того, чтобы лишняя жидкость вышла. Выделился сок, я перевернула рыбу и жду, пока сок выпарится. Добавляю огонь и выливаю вино. После того, как вино выпарится, я добавляю помидорный соус и специи, орегано и петрушку. Рыбу стараюсь не беспокоить, чтобы кусочки остались целыми. Такая рыба подается с гарниром в виде картошки или отварных овощей, а жареная рыба здесь подается с салатом. Итальянцы любят вымакивать в соусе хлеб, даже в ресторанах, поэтому чем больше соуса, тем лучше. У меня на чердаке кактусы, и смотрите, каким красивым веночком зацвел этот кактус. И вот этот, похоже, тоже готовится цвести, такие розовые цветочки у него начинаются. И вот первый раз вижу, как цветет каменная роза, такими тоненькими, как колокольчиками. Пасхальный кулич и шоколадное яйцо. Сейчас хочу распаковать и посмотрим, что за предсказания написали конфетки Бачи. Это черный шоколад, и для упаковки такая пластиковая подставка у него. Открыла яйцо, и здесь внутри еще один контейнер пластиковый. И здесь уже внутри 4 конфетки. И в каждой конфетке Бачи послание на тему любви. В моем написано «Per sentire la gioia devi condividerla». Это означает, что для того, чтобы ощутить радость, ты должен ей делиться. Дорогие друзья, от всего сердца желаю вам прекрасных праздников. Пусть они пройдут тепло, уютно и вкусно. В следующем видео я расскажу, как организовано меню в итальянских тротариях, в каком порядке подаются блюда, а также о том, как итальянцы питаются дома. Благодарю вас за просмотр этого видео и до встречи в следующем из Италии.